Добрый день, друзья! Меня зовут Неля. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня предлагаю вашему вниманию 5 рецептов, которые можно приготовить из куриных голеней. Для некоторых рецептов можно взять и другую часть курицы. Все очень вкусно, сытно. Надеюсь, вы найдете для себя что-то новое и обязательно приготовите. Очень вкусный и быстрый ужин или обед из куриного мяса. Получается очень ароматно и сытно. У меня голени 8 штук. Тщательно моем их. Делаем на каждой по 2-3 надреза. Делаю я это для того, чтобы мясо хорошо прожарилось в более утолщенных местах. Если у вас небольшие кусочки, можно их не надрезать. В сковороду наливаем пару столовых ложек растительного масла. Нагреваем на среднем огне и выкладываем подготовленные кусочки мяса. Обжариваем до золотистого цвета с двух сторон. Пока готовится мясо, я подготовлю овощи. 2 средние луковицы чистим, моем и нарезаем полукольцами. Помидоры моем, вырезаем хвостик и нарезаем небольшим кубиком. У меня мяса много, оно уже поджарилось, и для более удобного процесса приготовления я решила переместить его в более глубокий сотейник. Высыпаем к мясу лук и тушим все вместе, периодически помешивая. Лук должен стать мягким и слегка подрумяниться. Когда лук будет готов, солим, перчим курицу. Я еще добавляю карри, очень ароматная приправа к мясу. И высыпаем нарезанные помидоры, перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне примерно 8-10 минут. У этого блюда есть очень интересная заливка из яиц. 4 куриных яйца разбиваем в миску и тщательно перемешиваем до однородного состояния. Для свежести добавим зелень и чеснок, мелко их шинкуем. Проверяем мясо, посмотрите, как много сока дали помидоры. Выливаем яйца и снова накрываем крышкой и тушим пару минут, чтобы яйца схватились. Затем посыпаем зеленью с чесноком, накрываем крышкой и даем настояться пару минут. Подавать можно с любым гарниром. Курочка получилась очень вкусной, сочной, ароматной. Отличная идея для быстрого ужина, так как готовится буквально за считанные минуты. Друзья, очень рекомендую попробовать, думаю, вам понравится. Запекание курицы в сладковато-пряном апельсиновом маринаде – это отличный вариант приготовления куриного мяса, хоть для праздничного стола, хоть для обычного семейного ужина. Можно запечь курицу с апельсинами целиком, а можно взять только куриные окорочка, голени или даже крылья. В любом варианте куриное мясо получится сочным и аппетитно румяным. Пряная острота и тонкая сладковатая нотка во вкусе делает блюдо интересным и необычным. Для приготовления курицы, запеченной в апельсиновом маринаде, нам понадобится куриное мясо, апельсины, розмарин, чеснок, растительное масло, соевый соус, копченая паприка, имбирь, карри, куркума, черный перец. Начинаем с приготовления апельсинового маринада. 2 средних апельсина разрезаем пополам. Делаем надрезы ножом срединки и выжимаем сок. Добавляем 4 столовые ложки соевого соуса. Он должен быть классическим, то есть без каких-либо добавок. Имбирь, куркума, копченая паприка, черный перец, карри. 4 зубчика чеснока измельчаем и также добавляем к маринаду. Перемешиваем. Добавляем еще 2 столовые ложки растительного масла. Хорошенько все перемешиваем. Маринад готов.
Качественно моем курицу, удаляем остатки перьев, обсушиваем и помещаем в миску с апельсиновым маринадом. Сверху еще чуть присолите мясо. В нашем рецепте я использую куриные голени и бедро. Но, как и говорилось выше, можно взять и окорочка, и крылышки, и даже курицу целиком. Перемешиваем, чтобы мясо полностью покрылось ароматным соусом. Оставляем минимум на 40-50 минут. Чтобы насыщение голеней апельсиновым маринадом происходило интенсивнее, периодически перемешиваем кусочки. Когда голени промаринуются, укладываем их в жаропрочную форму, которую слегка промазываем рафинированным маслом. Форму лучше взять пошире. Выкладываем дольки апельсинов и розмарин. Сверху курицу. Заливаем маринадом. И снова апельсин и розмарин. Накрываем фольгой и выпекаем 50-60 минут при температуре 190 градусов. По истечении времени снимаем фольгу и даем немного зарумяниться в духовке. Готовое куриное мясо, запеченное в пряном апельсиновом соусе, подаем обязательно горячим. Курочка получилась очень нежной, сочной, с приятным вкусом и тонкой ноткой апельсина. Гарнир подбираем по своему желанию. Я обычно подаю с картошкой по-деревенски и свежими овощами. Очень рекомендую приготовить на праздники. Блюдо легкое в приготовлении, бюджетное и очень вкусное. Друзья, как вам рецепт? Пишите свои отзывы в комментариях под видео. Сегодня готовим запеченные крылышки. В нашей семье этот рецепт просто обожают. Крылышки всегда получаются с хрустящей корочкой и сочные внутри. А сказочный соус, который обволакивает каждый кусочек, делает это блюдо просто волшебным. Крылышки можно есть горячими и холодными. Всегда очень вкусно. Нам понадобятся крылья, соль, перец, соевый соус, томатная паста, мед, соль, лаваш, лук, зелень. Для рецепта я взяла плечевую часть крыла. Если у вас целое крыло, разделите его на плечи и локти. Хорошенько промываем их, просушиваем, солим, перчим по вкусу. Одну крупную луковицу нарезаем полукольцами, добавляем к мясу. Теперь маринад: соевый соус, томатная паста, мед. Тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник на 2 часа. За это время мясо хорошенько промаринуется. Можно оставить на ночь. По истечении времени достаем крылышки, хорошенько перемешиваем, нанизываем на шпажки. Можно и без них, просто выложить крылышки на пергаментную бумагу, а если такой нету, смазать противень растительным маслом. Хотя такие крылышки можно готовить и на огне. На видео я использую двойную порцию крылышек. У меня 20 штучек плечевой части весом 200 кг. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов. Через 20 минут достаем крылышки. Останками маринада смазываем крылышки и снова отправляем в духовку. Через 20 минут снова повторяем. Выпекаем до румяного цвета. Готовые крылышки выкладываем на лаваш. Сверху смазываем соком, который выделился во время выпечки. Посыпаем сверху зеленью и подаем к столу. Крылышки получаются очень вкусные, сочные, золотистые, с необыкновенным ароматом, пропитанные пикантным маринадом. Этот рецепт настолько удачный, что могу с уверенностью сказать, крылышки улетают со стола за считанные минуты. Так что готовьте побольше, и, кстати, такие крылышки можно готовить даже на мангале. Сегодня готовим очень вкусное, сытное, бюджетное и оригинальное блюдо, главным ингредиентом которого являются куриные голени. Я взяла 7 штучек, по весу вышло чуть меньше 1 килограмма.
Хорошенько промываем их под проточной водой и отправляем в кастрюлю. Заливаем водой так, чтобы она покрывала все мясо. Добавляю 6 штучек горошинок перца, чайную ложку соли, еще пару зерен душистого перца для аромата и 1 лавровый лист. Отправляем кастрюлю на огонь и варим мясо до готовности на среднем огне. Я варила ровно 35 минут. Готовому мясу я дала чуть остыть прямо в бульоне, так оно будет намного сочнее. Отделяем мясо от кости. Кости ни в коем случае не выбрасываем. Убираем все лишнее, хрящики, чтобы кость была голой. Мелко нарезаем мясо и отправляем его в миску. Тем временем подготовим остальные ингредиенты. Картофель чистим, моем и нарезаем кусочками помельче. Отправляем в кастрюлю. Заливаем холодной водой, ставим на огонь. Варим до готовности. Затем сливаем воду и тщательно разминаем. Ни масло, ни молоко добавлять не нужно. Если хотите, можете просто поперчить и посолить. Твердый сыр измельчаем на крупную терку. Добавляем его к мясу. Сюда же отправляем картофель. Теперь все тщательно перемешиваем. Для вкуса я добавила измельченную зелень укропа, 1 небольшой пучок. Пробуем на вкус, если надо, солим, перчим. Из полученной массы формируем 7 шариков одинакового размера. Теперь берем по одному шарику, слегка прижимаем, формируя лепешку. Кладем посерединке косточку и закрываем ее со всех сторон, формируя подобие куриной ножки. Вот так выглядит закуска. Для кляра нам понадобится мука, панировочные сухари и 3 куриных яйца, которые я посолила, поперчила и взбила вилкой до однородности. Берем по одной ножке, обваливаем сначала в муке, затем в яйцах и напоследок в панировочных сухарях. В сотейнике разогреваем 300 мл растительного масла и обжариваем ножки со всех сторон до золотистого цвета. Готовые ножки выкладываем на салфетки, чтобы стек лишний жир. Выкладываем на блюдо и подаем к столу, пока горячие. Я обычно подаю со сметаной. Закуска получилась очень вкусной, аппетитной, румяной. Такое блюдо обязательно вызовет интерес у гостей. Каждому будет любопытно узнать, что же внутри. Давайте посмотрим. Фаршированные ножки получились очень вкусными, сытными и мягкими. Готовятся они довольно просто. Приготовить такую закуску можно заранее, а перед подачей просто разогреть в микроволновой печи. Сегодня в нашем меню куриные ножки в тесте. Очень оригинальное и красивое блюдо.
Готовится оно из обычных продуктов. Сочная начинка, ароматное мясо и хрустящее тесто. Такое блюдо никого не оставит равнодушным. Для приготовления начинки нам понадобится 7 куриных ножек, соль, приправа для мяса, чеснок, растительное масло, плавленый сыр. Для теста мука, соль, сахар, разрыхлитель, яйцо, сметана, растительное масло. Первым делом замаринуем куриные ножки. Кожу я обычно снимаю. Солим, добавляем приправы, чеснок, растительное масло и тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек мяса был в маринаде. Оставляем мариноваться при комнатной температуре минимум на полчаса. Можно и больше, но тогда куриные ножки следует убрать в холодильник. Маринованные ножки выкладываем на противень и выпекаем в заранее разогретой духовке примерно 40 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Тем временем сделаем тесто. В муку добавляем сухие ингредиенты и тщательно перемешиваем. К сметане добавляем яйцо, растительное масло, перемешиваем до однородности. Вводим муку и замешиваем тесто. Накрываем пищевой пленкой и даем отдохнуть. Возвращаемся к куриным ножкам. Они уже испеклись. Даем им остыть. Отделяем куриное мясо от кости. Нарезаем небольшим кубиком. Добавляем 2 столовые ложки плавленного сыра и тщательно перемешиваем. Солить и перчить начинку не нужно. Формируем закуску. Тесто делим на 6 равных частей. Каждую подкатываем в шар и накрываем пленкой, чтобы тесто не заветрилось. Рабочую поверхность смазываем маслом и раскатываем тесто. В серединку кладем столовую ложку с горкой начинки. Берем очищенную кость, вставляем посередине, подбираем тесто и защипываем. Получился вот такой мешочек. Каждый мешочек смазываем желтком. Прикроем косточки фольгой и отправляем в заранее разогретую духовку примерно на полчаса при температуре 180 градусов. Ножки должны стать румяными. Такие голени, как в горячем, в теплом и даже холодном виде, будут вкусные и разойдутся вмиг. Очень рекомендую приготовить. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк. Делитесь видео с друзьями и не забудьте подписаться. Впереди еще много интересных рецептов. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!